Давным-давно, в незапамятные времена, ни на море-океане, ни на острове Буяне, а в краю лесном, речном, озерном стояли два царства-государства, и правили в них два царя. И хотя родственниками друг другу цари не доводились, но жили дружнее, чем некоторые братья живут. Вместе в лесах одного царя охотились, вместе в реках другого рыбу ловили. В один день на двух девицах-красавицах подруженьках женились. Пришло время, дождались цари появления наследников. Детки еще не родились, а отцы уже договорились, что если у одного дочь родится, а у другого сын, то быть им женихом и невестой. А еще решили цари на крестины пригласить жившую неподалеку волшебницу. Она детишкам подарки сделает, чудесными способностями их наградит. Погожим весенним деньком родился у одного царя сын. Созвал царь гостей дорогих, не забыл ни о друге своем, ни о жене его, ни о чародейке-волшебнице. Все на перу, как у людей было, и ели, и пили, и хороводы водили, и новорожденному подарки дарили. Кто детскую игрушку, кто чугунную пушку, кто мешок серебра, кто другого добра. Подошла очередь чародейки. Приблизилась она к колыбельке, младенца на руки взяла, в глазки ему заглянула, да и говорит: «Прими, несмышленыш, мои дары. Первый – умение видеть людей. Второй – умение слышать людей. Третий – умение понимать людей». Произнесла волшебница свою речь краткую, поцеловала малыша и исчезла. А гости в недоумении остались. Дураки над царем-хозяином смеяться из-под тишка стали. Тоже мне пригласил колдунью, а она не больно-то щедрая. Подарила царевичу то, что у любого нищего имеется, ежели он не слепой, не глухой, аль не блаженный. Умные гости, однако ж в душе хозяевам позавидовали. Знали они, что зрячих много, а видящих мало. Слушают все, да не все слышат, а понять другого не всякий мудрец сумеет. Весенние месяцы ручейками разбежались, летние знойным ветром унесло. Осень золотые плоды по земле рассыпала, а у второго царя в доме прибавление, да такое, какого никто и не ожидал. Родила царица сразу 3 дочерей. Царь не знает, радоваться ему или грустить, ведь жених-то один, а невест 3. Вот приехали гости званые к нему на пир, и царь-сосед, и жена его, и сынок маленький, и волшебница-чародейка пожаловала. Новорожденных гости подарками жалуют. Кто куклу-матрешку, кто расписную гармошку, кто парчевую ткань, кто другую дань. Вот и волшебнице очередь дошла. Подошла она к колыбелькам, поглядела на сестренок, да и говорит: «Не ожидала я, царь-государь и царица-матушка, от вас такого чуда. Но подарков, как всегда, целых 3 приготовила, так что на всех дочек хватит. Пусть одна будет понимать голоса зверей и птиц, вторая сумеет излечить любую болезнь, а третья...» Но о том, какой дар достался 3-й сестре, никто не узнал. Не успела чародейка речь свою завершить, как загремел гром, сверкнула молния, разверзлись небеса, обрушились на землю градины величиной с куриное яйцо. Гости переполошились, слуги кинулись окна закрывать, хозяева раскричавшихся дочерей утешать. А когда все поуспокоилось, чародейки в зале уже не было.
Бегут денечки, проходят месяца, протекают годы, помирают старики да старухи, стареют мужики да бабы, хорошеют девки, набирают сил добрые молодцы, подрастают малые детки. Вот сравнялось 18 годков Ивану-Царевичу, а в соседнем царстве-государстве в красных девок превратились 3 сестрицы – Наталья-царевна, Таисия-царевна и Елена-царевна. Для Ивана, Натальи и Таисии чародейка своей волшебной силы, видно, не пожалела. Глянет Иван на человека и сразу скажет: добр тот, аль зло в душе носит, верен или к предательству склонен. Словом, другим собеседником царевич перекинется и доподлинно узнает, правду тот кажет, аль ложно говорит. И все радости и печали ближнего, все помыслы и устремления Ивану ясны были. Наталья-царевна, еще несмышленым дитятею будучи, уже понять могла, о чем птица поет, о чем зверь кричит, о чем рыба молчит. Бывало, станут с сестрами в прятки играть. Таисия и Елена прячутся, стараются, а Наталья у комаров или муравьев об их местах укромных все прознает, да в 2 счета и найдет. Таисия царевна лечебный дар свой тоже с детства людям открыла. Поранится ли кто, в огонь голой рукой сунется, или зимой в проруби нехотя искупается. Стоит Таисии рукой над больным провести, хворей как не бывало. И только Елена-царевна бездарной, бесталанной знать осталась. Ни мудрости в ней особой не было, ни ума невиданного. Кроме человеческого языка иного она не понимала. Лечить без лекарств не умела. Родители Натальи да Таисии гордились, а Елену просто любили, хоть и бесталанная, да родная кровинушка. Коль растут рядом добрый молодец да краснодевица, удивляться в случае свадьбы не приходится, особенно когда меж родителями уговор о том имеется. Да вот загвоздочка, жених-то один, а невест 3. Кому из сестер суждено женой Ивана стать? Наталье, Таисии или Елене? Собрались на совет цари с царицами Иван-царевич и царевны. Цари думу думают, царицы переговариваются, царевны краснеют, смущаются. А Иван-царевич и говорит: я с малых лет и с Натальей, и с Таисией, и с Еленой знаком. Все 3 сестры милы мне равно. Ни одной я не могу отдать предпочтение. А потому вот вам всем мое решение. Та из сестер мне женой станет, которая из 39-го царства, из 30-го государства самый дорогой подарок принесет. Да при этом на путешествие меньше всех времени потратит. Сказано, сделано. Первой в путь дорожку Наталью собрали. Села царевна в карету золотую, 3 белоснежных коней запряженную, спрятала понадежней кошель с золотыми монетами, да в дальний путь и отправилась. 3 дня миновало, Таисия вслед за сестрой поспешила. Села царевна в серебряную карету, парой вороных скакунов запряженную, прижала к груди кошель с серебряными монетами, только ее и видели. Еще через 3 дня царь с царицей последнюю дочку Елену проводили. Села царевна в деревянную коляску, в которую старую гнедую кобылку запрягли. В сумму дорожную кошель с медными монетами бросила. И остались родители одни во дворце царском. Ехала Наталья сперва по своему царству-государству, потом по соседнему, а потом и вовсе по местам незнакомым. Вот притомилась царевна, решила на полянке лесной остановку сделать.
Улеглась она под березкой на травушке-муравушке. Отдыхает, да новости лесные слушает. Глядь, уселась на ветке березовой птичка-синичка, а из дупла белочка выглянула. Стали они о том о сём болтать. Птичка-синичка и говорит: в соседнем лесу-то беда случилась. Ветер, ураган деревья повалил, многих птиц, зверей погубил, а еще больше покалечил. Услыхала это Наталья, да и думает: хорошо, что я птичий и звериный язык понимать могу. Не поеду через тот лес. Там деревья поваленные проезду мешать будут. Дорога через тот лес много времени у меня отберет. Объехала Наталья лес, где несчастье случилось. Попала к Синему морю. 39-е царство, 30-е государство на острове лежит, а через море на карете не переедешь. Стоит Наталья у берега морского, не знает, как на остров попасть. Вдруг слышит, рыбы-акулы в морской глубине переговариваются. Жалуются, что давно им не доводилось птичьих яиц попробовать. Наталья рыбам-акулам и говорит: я вам достану птичьих яиц, а вы за это меня на остров перевезите, а после к карете доставьте. Рыбы-акулы и согласились. Наталья пошла к скалам прибрежным, где чайки-хлопотуньи гнезда вили, птенцов выводили. В одном гнезде увидела царевна птенца и 2 яйца, из которых еще никто на свет Божий не вылупился. Птенчика Наталья из гнезда выбросила, а яйца вместе с гнездом рыбам-акулам отнесла. А за это рыбы-акулы Наталью-царевну на остров перевезли, в 39-е царство, в 30-е государство. Девица сразу же на базар отправилась. Где ж еще подарки искать, как не в самом бойком торговом месте? А там каких только чудес не увидишь. И все купить можно, только б деньги были. Тут тебе и скатерть-самобранка, и шапка-невидимка, и меч 100 голов с плеч. А уж о прочем и говорить не приходится. Даже людьми торгуют, невольниками, значит. И так в том царстве-государстве люди дешево ценились, что за копейку можно было 3 взрослых невольников или 10 детей купить. Но Наталья-царевна-то не дура была, понимала, что людьми Ивана-царевича не удивишь. Их и в родных местах полны города да деревни. А потому купила Наталья меч 100 голов с плеч, да в обратный путь поспешила, чтоб быстрее сестер задание Ивана выполнить. За Натальей вслед средняя сестра ехала. Вот Таисия свое и соседнее царство за спиной оставила. На полянке у леса незнакомого передохнуть решила. Легла под березку, глаза прикрыла, птичье пенье слушает. Сама не заметила, как уснула, а как проснулась, в путь отправилась. Проехала Таисия березовый лес, миновала сосновый, а как в еловый лес попала, так и не знает, как выбраться. В тех местах, видно, ураган шалил, баловался, деревья повалил, а живность лесную поразметал, поубивал, покалечил. По всему лесу стон стоит. Птички малые крылья поломали, медведей и лисиц в берлогах и норах завалило. Никто не спасся от бедствия страшного. Таисия-то и жаль тварей божьих, и помочь она им своим даром лечебным могла бы, да время тратить нельзя. Вдруг другая сестра быстрее нее управится, Ивановой женой станет. Вот царевна и нахлёстывает коней, чтобы они ее скорее из леса гиблого вынесли. Добралась Таисия до Синего моря, стоит на берегу и думает, как к острову перебраться, на котором 39-е царство, 30-е государство лежит. Вдруг видит,
2 чайки у самой головы кружатся, кричат жалобно, будто за собой манят. Пошла Таисия за ними. Глядь, лежит прямо на камнях, без гнезда, без убежища, птенчик со сломанной лапкой. А чайки крыльями Таисины щеки гладят, будто просят о чем-то. Поняла Таисия, что чайки просят птенца своего вылечить, и знаками им показывает: перенесите меня на остров, а потом обратно, тогда я вам и помогу. Чайки хоть и птицы, бессловесные, неразумные, а тоже, видать, любовь родительскую знают. Собрали они своих подружек в стаю огромную, зацепили птицы клювами Таисина платье, да и перенесли ее на остров. Царевна сразу же на базар отправилась. Ходит на чудеса девица. Да и то сказать, на злато все купить можно, а на серебро не любой товар продадут. Но и выбор труден был. Чему предпочтение отдать? Дудке-самогудке, сапогам-скороходам, аль ковру-самолету. А тут еще невольники вокруг стонут, плачут, думать мешают. Однако ж Таисия, наша мудра хитра, сообразила, что на ковре-самолете вмиг до дома домчится, еще и Наталью опередить сможет. Уплатила царевна за покупку, уселась на ковер, да и быстрее облачко в небе растаяло. Кинулись за ней вслед забытые чайки, да разве ж самолет догонишь? А 3-я сестрица Елена по пути в 39-е царство, в 30-е государство, на полянке лесной отдохнуть присела. Хорошо ли там в лесочке березовом? Листва шумит, птички о чем-то своем переговариваются, ветерок с ветками играет. Однако и в путь пора. Пробежали мимо березки белые, сосны стройные, еловый лес начинается. Но какой! Ураганом деревья повалены, птицы-звери лесные побиты, покалечены. Замерло сердечко Еленина от жалости. Впервые в жизни сестре Таисии она позавидовала. Кабы был у меня дар чудесный лекарский, я бы всем этим несчастным помочь бы могла. 3 дня и 3 ночи Елена в гиблом лесу провела, как могла завалы разбирала, раненым тварям божьим травами да корешками помочь пыталась. Лишь на 4-й день, когда всех мертвых похоронила, а живых хоть добрым словом согрела, отправилась царевна дальше в путь-дорогу, в 39-е царство, в 30-е государство. Подъезжает Елена к синему морю, слышит, чайки кричат жалобно. Над камнями прибрежными низко летают, будто помощи просят. Подошла девица поближе. Глядь, на голых камнях птенец умирающий лежит, с лапкой сломанной. Скинула Елена царевна с плеч шаль персидскую, на скале расстелила, птенчика уложила, лапку платком носовым перевязала, дыханием своим согревать его стала. 3 дня и 3 ночи Елена птенца выхаживала, а на 4-й день он уже взлететь пытался. Собралась тут над островом огромная стая чаек. Подхватили они царевну и вмиг единый перенесли ее на остров, в 39-е царство, в 30-е государство. Попала Елена на базар, кругом чудеса заморские невиданные. И то сказать, что на медные-то деньги мало что купить можно. Однако же зеркальце волшебное, правду говорящее, и волшебное кольцо, и аленький цветочек Елене предлагали. Да только царевна ничего не видела, кроме невольников, ничего не слышала, кроме их плача и стонов. Возмущением глаза ее разгорелись, не могла понять девица, как могут люди себе подобных в рабство продавать, отрывать невесту от жениха, жену от мужа, детишек малых от родителей. Не ушла Елена царевна с базара,
до тех пор, пока последнюю медную копейку не потратила, пока последнего несчастного из неволи не выкупила. Среди невольников бывших много мастеров оказалось. В окрестных лесах они деревьев нарубили, корабль справили, да вместе с Еленой в ее родное царство и отправились. Пока сестры в тридевятое царство, в 30-е государство ездили, родители их вместе с соседями, царем и царицей и Иваном-царевичем, дочек дома дожидались, слуг в дозор выставили. Вот сколько дней прошло, дозорный с башни и закричал: «Едет кто-то!» Цари с царицами и с Иваном на золотое крыльцо выходят, глядят вдаль, высматривают, кто едет, какая из сестер раньше других задание выполнила. Видят, подкатывает ко дворцу золотая карета. Выходит из нее Наталья царевна. В пояс матушки с батюшкой да гостям дорогим кланяется. Не успели царь с царицей дочку обнять, приголубить, как потемнело над дворцом небо, и опустился на крыльцо золотое не Змей Горыныч, не Баба-Яга в ступе, а ковер-самолет, на котором Таисия царевна до родного царства-государства добралась. Две дочки дома, третья в краях невиданных. Да пока все сестры не собрались, Иван-царевич подарки смотреть не желает, жену выбирать не хочет. День ждут, неделю ждут, месяц ждут, нет Елены-царевны. К исходу второго месяца закричал дозорный из башни: «Прячьтесь, люди добрые, спасайтесь, идет на нас войско несметное, незнакомое». Во дворце переполох поднялся. Кто оружие хватает, кто в лес убегает, кто пушку заряжает, а кто и слезы утирает. А Иван-царевич на дозорную башню поднялся, да сверху голос подает: «Успокойтесь, остановитесь», перепутал дозорный быка с курицей. То не войско идет неприятельское, а люди, хоть и не здешние, но мирные, с бабами да детишками. И старый мал к воротам городским отправились. Всем любопытно узнать, что ж за люди такие в наше царство-государство пожаловали. Смотрят, а впереди всего честного народа Елена-царевна идет. Ноги босые, платьишко в заплатах, в руках полевые цветы. Царь с царицей от радости, что дочка жива-здорова, чуть в пляс не пустились. Да и Наталья с Таисией рады радешеньки, не столько тому, что сестра вернулась, сколько тому, что подарков дорогих для Ивана от такой оборвашки ждать не приходится. Целый вечер Елена о своих приключениях рассказывала. И о том, какая беда лес постигла, и о птенце чайки, и о невольниках 39-го царства, 30-го государства. А наутро Иван смотр подарков назначил. Только солнышко на небе выкатилось, собрались в главных дворцовых покоях царь с царицей, соседний государь с женой, сестры царевны и Иван-царевич. Первой Наталья к царевичу подходит, в пояс ему кланяется, на золотой подушечке меч 100 голов с плеч подносит, да и говорит: «Дарю тебе меч чудесный, а также все, что сама имею, и девичью красу, и приданное богатое, и дар свой волшебный, умение язык зверей и птиц понимать». Поблагодарил Иван Наталью, но меч в руки не взял, велел пока самой подержать. Таисия к царевичу подходит, в пояс ему кланяется. На серебряной подушке ковер-самолет подносит, да и говорит: «Дарю я тебе ковер летающий, а кроме того все, чем сама владею, и девичью красу, и приданное богатое, и дар свой чудесный лекарский». Поклонился Иван Таисии, но ковер в руки не взял.
велел пока самой подержать. Вот Елена к царевичу подходит, в пояс ему кланяется, да и говорит: «Стыдно мне без подарка являться, да ничего не поделаешь. Выбирай, Иван-царевич, одну из моих сестер, а мне с ними тягаться не след. Слишком долго я в пути была, с пустыми руками вернулась. Да и талантами чудесными меня чародейка, видно, одарить забыла». Говорит тогда Иван-царевич: «Выбирать жену мне теперь легко. Нет в мире ничего дороже, чем жизнь твари Божьей, будь то зверь, птица или человек. Ты ж, Елена моя прекрасная, не одну, а много жизней спасла. Самый дорогой подарок мне сделала. Потому, коли я тебе по сердцу, будь мне верной подругой и дорогой женой». Тут Наталья с Таисией разозлились, расфыркались. Как же так? Из 3 сестер Иван бездарную, бесталанную выбрал. Царевич на упреки их ничего не ответил, только усмехнулся. А отец-то его и говорит: «У меня, в отличие от Ивана, нет дара видеть, слышать и понимать людей. Но одно я уж точно давно понял: не обманула никого чародейка. 3 дара у нее для царских дочерей приготовлено было, и самый дорогой, бесценный, Елене достался». Вот так-то. Свадьба у Елены и Ивана веселая была. 3 ночи пели и плясали, аж весь дворец расшатали. Тут и сказки конец. Ну что, вы поняли, каким даром чародейка Елену одарила? А я поняла, да потом позабыла. Так что вы уж сами подумайте, может, до чего дельного и додумаетесь. А мне домой пора новые сказки рассказывать. Давно это было. Жил в одном селе богатый купец Михайло. Скотины держал разные, тьма да еще тьма. Куда ни глянь, кругом его поля. Устали не знал, работал с утра до ночи. Все у него спорилось, все ладилось. Одно его только печалило: боялся помрет, внуков не дождавшись. Сын Алеша красавец-молодец, и лицом, и статью хорош, и умен, и пригож. Любой отец свою дочь за такого отдать рад. Девки по нему чахнут, а он петухом ходит да нос воротит. «Нет, — говорит, — такой в нашем селе, какая женой моей стать достойна». Уж и в город ездил с отцом невест глядеть, и в окрестные села. Все без толку. У одной лоб высок, у другой коса тонка, у третьей брови не черны. Не утерпел как-то Михайло, вскинулся на сына. «Какую же невесту тебе надобно, окаянный? Боярина дочь на что хороша, и то тебе не по сердцу. Лицо у нее больно вздорное, тятя. Зачем мне такая жена? Учить начнет, да сосвету сживать, как тебя, матушка. Мне такого счастья не надо». Прознала о тех словах боярская дочь, не смогла стерпеть обиду. Решила она жестоко отомстить Алёше. Позвала чернавку и наказывает: «Пойди, Палашка, к бабке-ведунье, что в соседнем селе живет. Передай перстень да нитку жемчуга, а взамен проси у нее средства, чтобы Алексей, Михайлов сын, в моей власти оказался. Иди да смотри, рот на замке держи». Страшно идти к ведьме, да делать нечего. Перекрестилась девка, сунула драгоценности за пазуху и пошла. День проходит, другой пролетает. Лишь на 3-й день под вечер воротилась Палашка. Лицо белое, руки дрожат, глаза вперед глядят, да ничего не видят. Отдала девка боярышне мешочек и рассказывает:
Не взяла старуха ни перстня, ни жемчуга. Плату, сказала, сама выберет в свое время. Велела она тебе, как месяц нарождаться начнет, ночью пойти к Михайлову дому и повесить на ворота ножницы заговоренные. Как же я за ночь в такую даль добраться успею? Брось в печь конский волос из узелка, отвечает Палашка. Увидишь, что будет. Только коли окажется ножницы на воротах, назад уж ничего не воротишь. Каждую ночь будет молодец в зверя обращаться и девицу искать, ножницы в зубах носить, чтобы та шерсть с него состригла. Шерсть 40 ночей надо стричь, только тогда он человеком сделается. Пока не сострижет с него девица шерсти, ходить ему уродом, да каждую ночь мается. А ежели случится с ножницами что, так на месте ему смерть. Не испугалась того боярская дочь, стала выжидать, когда месяц народится. В нужную ночь достала она из мешочка, как было велено старухой, конский волос и бросила в огонь. Разыгралось тут пламя, потолок горницы лизнуло и разверзлось. Вышел из пламени красный конь, глаза золотом сверкают, из-под копыт искры летят. Подхватил он боярскую дочь и понес по темному небу к Михайлову дому. Да так быстро, что ни глаз не открыть, ни вздохнуть, ни вскрикнуть. Вмиг домчал до места, замер, копытом бить стал, да головой кивать. Делай, мол, дело скорее. Повесила девица ножницы на ворота и умчалась прочь, как и не было ее. Проснулся утром Алеша, сам не свой. Михайло лошадей запрягает, на смотрины ехать велит. А сын на лавку лег лицом к стенке и вставать не хочет. Рассердился купец. Да ты что, сдурел нехристь? Вот выпарю. Пари, тятя, а лучше вовсе убей. Михайло так и обмер. Что ты, сынок? Тяжко мне, говорит Алеша, как будто удавку на шее затянули. Ой, беда, беда пришла в дом купца. По всему селу слух разлетелся. Захворал у Михайла сын. Потянулись денечки ненастные. Ни работать, ни отдыхать, ни есть Алеша не может. Сил нет. Спит с утра до вечера. На глазах у родителей тает. Уж и старух звали его отчитывать. И отварами отпаивали. И припарки делали. Все без толку. Не знал никто, что как звезды на небе загораются, покидает молодец отчий дом. Снимает с ворот заговоренные ножницы, да оборачивается черным зверем. И рад бы не идти Алеша, догонит его ворожба проклятая, руки сами к ножницам тянутся, жжет шерсть аки пламень адский. Ходит чудище по округе, завывает, людей ищет. Только двери крепки, ставни заперты, в избу никому не забраться. Промается Алеша ночь, а под утро шкуру звериную сбросит, ножницы обратно на ворота повесит и в дом воротится. Ворожба — предмет волшебный, от чужих глаз бережет, взгляд отводит, да язык Алёше связывает. Никому про беду свою он рассказать не может. Узнала про Хвореву боярская дочь, обрадовалась. Послала гонца к Михайлу с грамотой. Знаю я, как сыну твоему помочь, коли женится на мне, исцелиться. Стал купец уговаривать сына на свадьбу согласиться, а тут все одно твердит. Не люблю я ее, тятя, не по-христиански это. Пришлось отослать гонца обратно ни с чем. Разозлилась боярышня пуще прежнего. Никто, кроме меня, про беду его не знает. Никто помочь не может.
А он все нос воротит. Пусть тогда помирает, как собака. Так все и осталось. 32 ночи мучился купеческий сын в чужом обличье. На 33-ю чует, нету больше сил. Костлявая уже в затылок дышит могильным смрадом. Походил от дома к дому зверь и к лесу повернул. Лапы едва волочит, а сам думает. Найдут матушка с батюшкой тело мое бездыханное, горевать начнут. Уйду в глухую чащу, чтоб не видеть им этого. Только бы до рассвета дожить, чтобы человеком Богу душу отдать. Далеко уж забрался, как вдруг послышалась ему из темноты речь человеческая. Бросился он в ту сторону, да тут же задней лапой в капкан и угодил. Никак самому не вырваться. Взвыл зверь в последний раз и упал на землю. А близ того места, в старенькой землянке, жила девица-сиротка. Хорошо знали ее в Михайловом селе, крестили Настасьей, а люди прозвали дурочкой. Услыхала Настасья вой, засветила свечку и побежала в чащу. Добралась до капкана, смотрит, что за чудо. Ни медведь, ни олень, ни лисица. Никогда таких зверей доселе Настасья не видывала. Экий ты неловкий, как же ты в такую-то беду попал? Скулит чудище, вертится, да на Настасью смотрит. Пригляделась она, а глаза-то у него человеческие, и слезы роняет, точно дитя малое. Пожалела девица зверя страшного. Взяла она с него обещание не кусаться, да когти не выпускать. А он кивает, понимает, значит, речь людскую. Перекрестилась Настасья, подошла поближе, да капкан и открыла. Вырвался зверь на волю и давай вокруг девицы прыгать да кувыркаться. Не уходит, покатается по земле, покатается, как горит на нем. Да к Настасье бросается и в руки ножницы сует. Воет жалобно, будто сказать что-то хочет. Долго глядела Настасья на его муки. Наконец догадалась, чего зверь от нее хочет. Взяла девица ножницы и отхватила с черного загривка клок шерсти. Замер зверь, примолк. Поняла Настасья, что правильно угадала. А он руки ей лижет, да скулит. Мало, мол, еще. Всю ночь, не жалея сил, стригла шерсть Настасья. Лишь под утро управилась. Расплела косу, лапу больную зверю лентой перевязала и задремала подле него. Утром проснулась Настасья дурочка, а рядом нет никого. Пропал зверь чудесный вместе с ножницами, и от шерсти отстриженной следа не осталось. Приснилось, али нет, непонятно. Потеряла Настасья покой, весь день чудо лесное вспоминала. На следующую ночь разбудил ее тот же вой. Не приснилось, видать, не причудилось. Осенила себя девица крестным знамением и пошла на то же место. Глядь, а зверь ее уж там поджидает, как пес дворовый длинным пушистым хвостом виляет, а в зубах ножницы держит. Диво какое! Неужто шерсть за день отросла? Взяла Настасья ножницы, села под сосенкой и принялась наново зверя чудного стричь. Так и повелось. Каждую ночь стал он к ней наведываться. Настасья слова дурного никогда не скажет. Пальцы в мозолях, а не пожалуется. Пока стрижет, приласкает. То песенку какую споет, то сказку расскажет. Михайло с женой не нарадуется. Сын ободрился, есть стал, отцу по хозяйству помогать, по селу гулять. Глаза заблестели,
щеки порозовели, любо поглядеть. Собрался как-то Михайло в город, и Алешу решил с собой взять. Раз беда миновала, пора и о женитьбе подумать. 20-е лето идет, а ты все холост. Вывел Алексей лошадей за ворота. Смотрит, а по дороге Настасья идет, туесок ягод несет. Одежда пестрая, ноги босые, космы рыжие по ветру развиваются. Идет счастливая, песни поет, и правда дурочка. Да только показалась Алексею эта дурочка лучше и краше всех девиц на свете. Понял он вдруг, что нет ему смысла в город ехать. Подошел к отцу и говорит: «Нашел я себе невесту, тятя. Хочу жениться на сиротке-бесприданнице Настасье». «На дурочке?» «Говори, что хочешь, а на других глядеть не стану». Погоревал купец, да делать нечего. Сын упрямый, раз решил, от своего не отступится. Приготовил Михайло подарки богатые, заслал сватов к дурочке, а сам по делам в город один уехал. Весь извелся Алеша, день прождал у ворот. Проглядеть боялся, как его ненаглядную в шелках в парче привезут. Да только зря. Вернулись сваты, с чем уехали. Отказалась Настасья за купеческого сына идти. А почему, не сказала. Закручинился Алеша, что делать не знает. Не мила ему жизнь без Настасьи. Закатилось красное солнышко, поднялась луна. Обернулся молодец черным зверем и побежал в лес к знакомой землянке. А Настасья его уже ждет, руки тянет, улыбается ласково. 39 раз ты ко мне приходил уже, милый друг, а кто ты есть, до сих пор я не ведаю. Креста животворящего не боишься, значит, не от бесов ты. Только нет таких зверей на свете. Приходили ко мне нынче. Алеша, Михайлов сын, сватался. Люблю его пуще жизни. Да только куда мне, дурочке, за сына купеческого? Люди Алешу насмех поднимут, если я за него пойду. Да и он, верно, пошутил надо мной. Встрепенулся зверь от этих слов, бросился щеки и руки Настасьи лизать. А она смеяться. Да что ты, да и достригу-то тебя, чудо лесное. Не дождался зверь, пока она дело закончит. Положил смиренно голову ей на колени и заснул крепким сном. Позабыл он от радости, что до рассвета ножницы надо на ворота вернуть. Лишь наутро почуял Алеша, что шерсть обжигать стала. Вскочил, да поздно, солнышко уже над землей показалось. Обернулся зверь красным молодцем, схватил ножницы из рук спящей девицы и бежать бросился. «Погоди, солнце, не вставай, не успеть мне до дому!» Заспешил Алеша и оступился, уронил волшебные ножницы на камень. Звякнули они, как хрустальные, и пополам раскололись. Затянулась петля нерукотворная. Упал молодец замертво рядом с любимой Настасьей. Проснулась девица, смотрит, на месте чудища лесного Михайлов сын. Рядом с ним сломанные ножницы. Лежит молодец, да не шелохнется, а на руке у него лента олеет, та, которой Настасья зверю лапу перевязывала. Догадалась девица, кто к ней каждую ночь наведывался. Кинулась она Алешу будить. Зовет, нет ответа. Лежит добрый молодец, как из камня высеченный, спит мертвым сном. Бросилась ему на грудь Настасья, разрыдалась, щеки до губы холодные целовать стала. «Ты проснись, Алешенька, ты проснись, родименький,
обратила очи голубые к небу, зашептала молитвы Богородицы. Обернулись слезы ее горючие живой водой, попали на разбитые ножницы. Вздрогнули две половинки, в одно соединились и растаяли в воздухе, как и не было их никогда. Вздохнул Алеша, открыл глаза и рукой к горлу потянулся. Смотрит на Настасью и сам не верит. Нет ее больше, Настенька, пропала петля с моей шеи. Обнял он крепко девицу. Не шутил я, будь мне женою, перед Богом и перед людьми. Никто мне, кроме тебя, не нужен. А что другие скажут, мне дела до этого нет. На сей раз дала Настасья свое согласие. После Петровского поста сыграли свадьбу. 3 дня гуляло все село, да еще 2 окрестные деревни. Мед, квас, зелено вино рекой лились. Говорят, как узнала о том боярская дочь, так в тот же час на 100 лет состарилась. То ли от злости, то ли бабка-ведунья плату свою взяла. Это уже неведомо. Было то, али не было, кто его знает. Да только в селе том по сей день, если беда какая в семье случается, первым делом ворота осматривают, как бы не повесил кто на них заколдованные ножницы.